Друзья, добро пожаловать в Албанию! Сегодня будем говорить про Албанию и жизнь здесь. Сейчас я нахожусь в Тиране, а это озеро, которое находится в Гранд-парку в Тирана. Будете в Тиране, очень советую посетить это место, очень прикольное. Много кафешек вокруг, то есть есть место, где посидеть, поговорить, посмотреть албанскую культуру, оценить и прочее такое. И в Тиране, безусловно, главный музей, на мой взгляд, это музей бункеров. То есть будете в Тиране, музей бункеров это прям вот номер один. То есть стоит ехать прям туда сразу и оценивать всю культуру Албании, скажем так, последних лет. Ну, скажем так, социалистическую именно культуру, потому что все-таки в Албании очень много от социализма осталось. И для кого-то хорошо, для кого-то плохо, но какие-то вещи кому-то нравятся, кому-то нет. Опять же, социализм это такая штука. Что-то меняет в лучшую сторону, что-то в худшую. В целом, конечно, наверное, в худшую больше как, но как сказать. Но не будем об этом. Поехали дальше. Говоря про жизнь в Албании, в первую очередь нужно оценивать стоимость жизни. Правильно? Правильно. Так вот, стоимость жизни в Албании, в принципе, недорогая. Можно прожить на где-то 1000 евро в месяц запросто. То есть проблем больших не будет. Аренда где-то будет 300-400 в курортных городах. Скажем, это Влёра, Дуррес, что еще, Саранда. Вот. Либо в Тиране, честно говоря, цена на аренду повыше, но в Тиране, я не знаю, как правило, люди приезжают в такие курортные города жить, потому что в Тиране, ну, это столица, здесь, конечно, весело довольно относительно, здесь какие-то события происходят, много кафешек, ресторанов, но все-таки люди предпочитают жить у моря, кто сюда приезжает, потому что Албания все-таки это страна, которая славится именно морем, поэтому вот просто рассчитывайте на это, да. Примерно такие цены, продукты, да плюс-минус небольшие цены здесь, но на рестораны цены такие. От 5 до где-то 15 евро можно покушать спокойно. То есть можно перекусить в недорогих столовых за 5 евро запросто. За 15 прям очень хороший ужин, обед, завтрак, прям все будет шикарно. Так что такой примерно разброс цен. Попробуйте это еще в Европе покушать хорошо комплексно за 5 евро. Я на вас посмотрю. То есть, к сожалению, такие цены уже уходят практически, вот стираются с лица земли. Поэтому Албания все-таки недорогая страна. Хотя есть тенденция к тому, что цены здесь тоже дорожают, и плохая тенденция. Я уже вижу сейчас, как вот по сравнению с 2 года назад я здесь был, цены были не такие высокие, сейчас все-таки потихоньку растет. И на аренду даже растет, и на продукты растут, и особенности, конечно, для кого-то тема интересна, но электроника. В случае с электроникой цены, конечно, очень заметно выше, чем в других соседних странах. То есть, если хотите купить электронику, ну, езжайте лучше в Италию, либо в Германию, там покупайте электронику, перевозите сюда ее с собой. Поэтому не советую покупать электронику в Албании. Цены выше, качество тут какое-то странное, то есть сервиса тоже толком нет, но это есть проблема. Вот, то есть это что касательно цены. Недвижимость. Многие спрашивают про недвижимость. Ну, недвижимость такое дело, знаете, тоже дорожает с каждым годом. Особенно за прошлый год подорожало процентов на 25-30. Но в целом можете еще найти что-то на побережье. Где-то за 1000 евро можно найти еще где-то чуть-чуть вглубь города. Скажем так, где-то минут 20 пешком. Чуть-чуть вглубь. И можно что-то еще найти. Но чуть ближе, непосредственно на первой линии, на второй линии цены будут уже по 2-3 тысячи евро за квадрат. То есть, да, цены дорожают. И знаете, за такую цену, конечно, все-таки я бы посоветовал смотреть жилье в других странах. То есть, если уже 2-3 тысячи евро, ну, как бы Албания теряет вообще всю привлекательность в этом плане инвестиционном. Хотя в той же Влёре, допустим, в курортном городе сейчас строится аэропорт. Когда аэропорт достроится, судя по всему, якобы должен открыться где-то в апреле следующего года, 2024 года. И тогда, когда будут самолеты прилетать напрямую, говорят, даже будут рейсы напрямую с Америки, во что я как бы не совсем верю, но кто его знает, может и будет. Так вот, и тогда стоимость жилья еще вверх пойдет, поэтому с точки зрения инвестиций, может быть, имеет смысл. Я имею двоякое мнение по этому поводу, то есть все-таки я, не тот человек, который прям дико верит в Албанию, в ее успех. У меня такое 50-50 отношение к этому, то есть я еще пока думаю. Ну вот, но в целом можно инвестировать, можно попробовать. Если найдете за хорошую цену, а вы найдете, скорее всего, там за 50-60 тысяч евро какой-нибудь кусочек недвижимости, студию, например, или 1+1, то можно запросто купить и потом сдавать. Кстати говоря, если что, могу посоветовать контакты. Мошки летают тут. Могу посоветовать контакты, и если вам интересно, что-то мы вам подберем. Это без проблем. Здесь каждый человек, который прожил некоторое время в курортных городах, начинает постепенно предлагать вам какую-то недвижимость, что-то советовать. Самое главное, чтобы эти советы были не какие-то глупые, не какая-то недвижимость, которая стоит каких-то бешеных денег и необоснованно расположена в плохих местах, скажем, стратегически плохие места, скажем, где-то чуть ли не за городом. Ну, смысла здесь брать ничего нет. То есть и старый дом тоже брать нет смысла. Также обязательно, когда вы смотрите недвижимость, смотрите, чтобы был сертификат. То есть сертификат и дом должен быть достроен, или квартира. То есть должен быть достроенных.
И желательно построен в течение последних 10 лет. Ну, то есть прям очень желательно. Все стареет, как бы и стандарты строительства хуже были, то есть все было весьма менее приятным, скажем так. Поэтому вот, что я считаю по поводу недвижимости, по поводу стоимости жизни, таких вещей. По поводу менталитета. Но менталитет, конечно, особенный. Южный, немножко такой, скажем так, неторопливый, вот так, если мягко сказать. И некоторых это очень напрягает, в том числе меня, потому что ты не можешь ничего просто так быстро решить. Всегда нужно спрашивать 1000 раз, узнавать. Что-то так просто не работает. Нужно 100 раз узнавать у кого-то, с кем-то попить чай, кофе, что-то провести какое-то действие, спросить. Только так оно все работает. Но, к сожалению, это некоторых напрягает. Вот, как бы и вас может напрячь. То есть приезжайте, сначала посмотрите. Я серьезно советую сначала приехать в страну, посмотреть, оценить, как вам нравится. Потому что покупать недвижимость и даже думать о покупке недвижимости, не приехав в страну, это очень странно. Поэтому приезжайте, смотрите сами для начала. Сервисы. Вы знаете, друзья, по поводу сервиса могу сказать то, что сервисы, конечно, в Албании весьма низкого уровня. И того сервисов, как вы привыкли, допустим, доставка и прочего, здесь, по сути, нет. То есть приложений централизованных и всего такого здесь нет. Есть какие-то отдельные сервисы доставки, скажем, по пицце, с ресторанов и прочего, когда ребята на мотоциклах развозят. Но все равно такого, прям как вы привыкли, уже не будет здесь. Пока что еще нет. Может быть, потом впоследствии будет, пока нет. То же самое касательно такси. То есть по поводу такси нет. Сервиса такси тоже централизованного нет. Есть какие-то WhatsApp номера, в которые можно набрать, сказать, вот мне такси нужно сейчас, к вам приедут. Но именно приложения такого вот нет. Пока что нет. Ждем, может быть, в будущем что-то такое будет. Хотя, конечно, в Тиране есть пару приложений, хочу сказать, но я пробовал, они не работают для моих целей, они никак не работают, какие-то вообще бесполезные приложения. Плюс оплата картой никак не работает. Говоря про оплату картой, ребят, нужно понимать, что оплата картой в Албании это, весьма интересная вещь. Конечно, в многих местах, вроде супермаркетов, больших магазинов, можете купить с помощью карты, но в целом и общем всегда рассчитывайте, что будете платить наличными. Потому что все расчеты, там, продукты купить, что-то такое, где-то на рынке, все, конечно, будет производиться в наличных расчетах, то есть только так. И между собой люди тоже только наличными, большие суммы денег, причем такие пачки рассчитываются наличными. Конечно, если покупаете дом, квартиру, да, тут все будет переводом, SWIFT-переводом с банка, но в плане вот именно личных переводов, личных общения и оплаты товаров на улице, да, конечно, все будет в основном проходить в наличке. Просто учитывайте этот факт. В Албании, к сожалению, в этом плане сервис еще плохо развиты. Ну, то есть не ожидайте, что это будет та страна, где прям мега круто развиты сервисы. В плане интернета, кстати говоря, хороший, быстрый, то есть тут проблем и нареканий нет. И мобильная связь тоже хорошая. То есть есть выбор, все, в общем-то, в целом хорошо. То есть можно смотреть и рассматривать. Для удаленной работы кафешки есть. Несколько кафешек есть моих любимых. Я даже делал обзор по Влёре, моей любимой кафешки для работы. То же самое в Тиране, очень много выбора. Кафе очень много. В целом, не все с розетками, не все с Wi-Fi, но сети большие, да, которые по всей стране, они имеют и Wi-Fi, и розетки. В плане того, что можете покушать в этих кафешках, к сожалению, на мой взгляд, выбор весьма скуден. Обычно какие-то сладости, которые я не очень люблю, которые вот плохо влияют на меня. И бутерброды. То есть нет таких салатиков и прочих, к сожалению, часто их нет. Если хочется именно покушать салатиков, нужно идти в какой-то ресторанчик. И это, честно говоря, меня тоже немного напрягает, чтобы я кушаю в одном месте, пью напитки в другом. И то же самое в плане магазинов. Я покупаю, допустим, овощи, фрукты в одном месте, покупаю другие продукты в супермаркете, скажем так. И напрягает немножко этот факт, что нужно всегда вот рассчитывать, что здесь одно, здесь другое, здесь третье. То есть я привык, что, допустим, в Америке, в которой я прожил 10 лет, там уже все купить в одном месте. Но опять же, сравнивать стоимость Америки и Албании это глупо, потому что Албания намного дешевле, раза в 3 дешевле. То есть если вы зарабатываете какие-то адекватные деньги, то жить, конечно, выгоднее намного в Албании. То есть тратить их, просто чувствовать себя комфортно, конечно, лучше в Албании. Просто будет намного вам приятнее и комфортнее, я скажу так. Особенно если удаленная работа. Насчет работы, хочу сказать так, что вы либо рассчитываете на удаленную работу, либо не приезжаете в Албанию. То есть, на мой взгляд, либо так, либо так. Можете открыть какой-то бизнес вы здесь. Опять же, какой бизнес нужно понимать, зачем, что, чтобы местные готовы были к такому бизнесу адаптироваться. На мой взгляд, единственный способ это, конечно, удаленная работа, которая позволит вам держаться на плаву здесь. Потому что Албания весьма недорогая страна. Хотя, конечно, есть и другие страны недорогие, скажем, та же Грузия, Армения. Можете рассмотреть и также их, потому что там все-таки есть какие-то свои плюсы, особенно в плане продуктов, в плане сервисов, там есть все-таки больше этого развития. В Албании, к сожалению, вот есть такие проблемы. Природа и море. Безусловно, Албания выигрывает перед другими странами на Балканах, в особенности Болгарии.
Вот. Но если не на Балканах, то, конечно, перед Грузией тоже выиграют, море лучше. Адриатическое и Ионическое моря, то есть это прям здорово купаться, все хорошо, на любой выбор, песочек, не песочек, там песчаный пляж. То есть выбор есть. Здорово очень. То есть в плане отдыха и природы, природа очень разнообразна. Есть и горы, и озера, моря, то есть ходить, не переходить. То есть все для путешественника, в принципе, есть. Можно машину арендовать, покататься, что, в общем, и советую. То есть именно так изучить страну самое то. То есть вот такие вот дела, ребята. В общем-то, Албания, она прекрасная страна для тех, кто готов адаптироваться к некоторым ее особенностям, скажем так. Здесь сочетание цены и качества, оно еще неплохое, хотя с каждым годом цена все-таки растет, как и везде, инфляция, все такое. Но, конечно же, она еще до сих пор стоит к вашему рассмотрению. По поводу ВНЖ. ВНЖ получить довольно несложно по сравнению с другими странами в регионе, в Европе в целом. То есть, в зависимости, конечно, какой у вас паспорт, это очень сильно зависит. Но для русских, скажем, получить ВНЖ еще не так сложно. В общем-то, то есть можно рассмотреть этот вариант. Опять же, если вы хотите сервисы и прочие вещи, ребят, просто не рассматривайте этот регион в целом, потому что здесь пока что есть свои особенности. Можно купить квартиру, сдавать ее, жить несколько месяцев в году здесь. Я считаю, это, наверное, наиболее оптимальный случай, когда вы просто покупаете квартиру, например, сдаете ее 8 месяцев в году, 4 месяца в году здесь живете, да и все. Но в этом случае вам не дадут ВНЖ, потому что вы должны находиться в стране как минимум 6 месяцев, чтобы вам дали ВНЖ, и чтобы после этого мы смогли его каждый год продлевать. То есть, в общем-то, оценивайте этот факт. То есть, вот такие дела. Но я считаю, что несколько месяцев в году здесь жить очень даже здорово. Например, какие-то зимние месяцы прожить здесь, чтобы как бы ноябрь, декабрь, январь, да, когда холодно везде, в других местах, чтобы здесь было тепло, находясь в Албании. Но летом, опять же, летом не очень советую. Летом очень много людей, цены вверх не растут, а вот осенью очень даже хорошо. То есть сентябрь, октябрь, ноябрь здорово. Да, декабрь, думаю, тоже, в принципе, ничего, нормально еще. То есть надо рассчитывать, что вы хотите от этой страны получить. Только так. Если же вы просто хотите приехать, и просто Албания, у вас глаза загорелись, потому что дешевая недвижимость, не советую так смотреть в этом плане. Просто рассчитывайте свои силы и то, что вам нужно от страны. Вот и все. Расчеты, кстати говоря, да, говоря о наличных, в основном расчеты производятся в леках албанских, то есть на таком уровне персональном, скажем, между людьми. Но в стране очень спокойно ходит евро, который используется для больших расчетов, скажем, покупки недвижимости. И, кстати, счет в банке можете открыть в леках в евро, например. И вот таким образом будете рассчитываться в двух валютах. Доллары тоже вполне принимаются, даже в больших магазинах. Допустим, Конат, насколько я знаю, это итальянский магазин, он принимает и доллары в том числе. Но доллары, конечно же, меньше ход имеют. Хотя всегда можно обменять. Слышал даже случаи, что люди платили македонскими динарами, да, что-то такое. Но это уже какие-то экзотические случаи, поэтому я не знаю про них точно. Так что вот, рассчитывайте на леки и на евро, то есть приезжайте с евро сюда или с долларами, проблем не будет. Конечно, с рублями сюда приезжать смысла нет, потому что обменять вы здесь их не сможете. Поэтому рассчитывайте на это тоже. Вот, друзья, спасибо за просмотр. Я надеюсь, я ответил на самые основные вопросы. Приезжайте, смотрите Албанию, оценивайте Балканы, вообще весь регион можно посмотреть. Допустим, Словению, Хорватию, Болгарию и другие страны в регионе нужно точно посмотреть. Моя, конечно, любимая страна на Балканах – это Словения, потому что она, в плане технического развития она очень даже лучше Албании, да и вообще лучше других стран в этом регионе. Болгария, там своя специфика, там все-таки победнее, и на курортных городах там, например, инфраструктура хуже, допустим, если сравнивать с Авлерой и с другими албанскими городами. Но при этом там есть Starbucks, какие-то еще международные сети. В Албании, кстати, кстати, похуже и поменьше международных сетей здесь. И отелей в том числе. Хотя, не знаю, кому это нужно, кому не нужно. Надо смотреть по вашему конкретному случаю. Спасибо за просмотр. Приезжайте в Албанию. У нас красиво, у нас хорошо. Пока.